Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня хочу рассказать про пистолет, которым я пользуюсь, так как очень много вопросов, как работает, что это за кнопка, какие стержни идут, какая вилка, можно ли использовать в других странах и многое другое. Также включу, покажу, как работает, течет, не течет, когда он должен течь, когда не должен и многое другое. И начнем с того, как пистолет выглядит. Раньше я покупала пистолет, он был в контейнере, но так как контейнер весит 200 с чем-то грамм, для перевозки и для отсылки это получается очень дорого. Поэтому сейчас пистолеты приходят вот в такой упаковке. И по Европе, что самое главное, я могу отсылать вот в таком конверте. Белый конверт, как письмо, и здесь он такой пупырчатый, чтобы защитить. Отсылка по Европе идет 8 евро. По-моему, Канада и Америка была 12 евро. И рассмотрим, что же тут написано, потому что обычно все получают пистолет, но никто не читает инструкцию. Пистолет с носиком узким. Носик идет 2 миллиметра. В основном пистолет, я не скажу, что большие носики, но 2-3 миллиметра. Но преимущество этого пистолета в том, что здесь узкий длинный носик и очень удобно везде подлезть. Это первое. Второе. Какие стержни сюда идут? Сюда идут стержни 7 миллиметров. Здесь даже написано в инструкции вот 0,28 инч или 0,7 сантиметра стики. И что же здесь еще написано? Этот пистолет с регулировкой температуры. Вот эта кнопка, вот она находится здесь внизу. Это не кнопка включения-выключения. Это кнопка регулировки температуры. Вот здесь даже написано Х и П. Это нормальный режим работы внизу. Если вы поднимаете вверх, то это усиленная температура, повышенная температура. Если вы работаете, например, все время, вам бантики надо клеить или еще что-то, и клей нужен постоянно, то лучше переключить на высокий режим температуры. В основном я работаю на нижней температуре, и этого вполне достаточно. Однажды я забыла пистолет включенным, он у меня простоял включенным 2 часа на высокой температуре, и я уже как-то показывала в прошлом году в Инстаграм, он у меня взорвался. Ну, не взорвался, а вспылился. И, конечно, сгорел. Если вы не работаете, пистолет выключаем. Не надо его хранить, не надо его держать включенным в сеть. Также, если почитать, то можно увидеть, что пистолет рассчитан на 220. Это в Европе обыкновенная розетка. И вот как она выглядит. Это вилка. И если вдруг надо использовать в Америке или в Англии, то продаются переходники. Они одеваются, просто включается переходник и уже включается в нормальную сеть. И все работает. Не надо бояться, что что-то у вас будет не работать. Все отлично работает. В коробке также находится 2 стика клея. И я еще добавляю 10 штук. Когда вы покупаете пистолет, 10 штук идет сюда в комплект. И обязательно читайте инструкцию. Здесь написано, что очень высокая температура. По Фаренгейту это 400 градусов, 200 градусов по Цельсию. Очень горячий носик, когда вы работаете. Держите подальше от детей. И используется для работы с пластиком, для работы wood, как по-русски будет wood, дерево, и для металла. И, конечно, здесь короткая инструкция, как его использовать и что используется. Стержни, именно описание. Это все к тому, что я уже сказала. И сейчас включу пистолет. Вот он у меня холодный сейчас. Я специально его не включала, чтобы показать, что же происходит с клеем, с носиком, течет ли он и все остальное. Сейчас вот я выключила пистолет, и здесь вот видно чуть-чуть клея. Это у меня осталось после работы. И сейчас включаю пистолет в сеть.
И пока пистолет нагревается, сейчас расскажу про клей. Когда вы покупаете пистолет, здесь клея нету. И если вы берете обыкновенные стандартные вот такие стики, палочки для клея, то сюда войдет одна, вот вы ее сюда просовываете и затем нажимаете вот на вот эту на рычаг, так как здесь фиксируется вот палочка, и она проталкивается вовнутрь. И если вы начинаете работать, то сюда пройдет один стержень целый и еще второй наполовину. Они между собой как бы будут вместе держаться, так как вот тут резиночка есть, и она будет проталкивать пистолет и проталкивать первый стержень вторым. И также, пока пистолет нагревается, расскажу про пистолет. Вот он стоит. Очень стабильный. Здесь плоская вот эта поверхность и вот эта держалка, вот эта ножка, вот держит его очень так стабильно. Никуда не падает. Вот даже если я беру его, кладу, вот, никуда ничего не падает. И вот мой пистолет нагревается. Вот вы видите, здесь, когда я работала, остался клей. Именно в носике. И сейчас, когда клей нагревается, вот если вот так пистолет стоит, то именно вот из носика, вот последнее, вот это, вот только вот это, оно не вытечет, она даже будет вот висеть. Но больше пистолет не должен течь. Вот сейчас вот это вот нагреется. Обычно я жду, пока нагревается. Вот сейчас поверну, вот вы видите, вот. И вот это вот, что вытекло, я обычно убираю. Все, теперь больше пистолет течь не будет. При нагреве, при работе больше ничего течь не должно. И здесь я работаю на нормальном режиме. Как я уже говорила, если вам нужен горячий клей много и постоянно, то переходим на высокую температуру. Но не оставляем так надолго. И при начале работы я всегда вот так носик протираю, любую бумажку, салфетку. И вот вы видите, носик чистый. Клей вот у нас, никуда ничего не течет. И сейчас хочу показать, как выдавливается клей. Если мне... Так, пока ножку уберу, так как у меня тут... И вот я выдавливаю. При работе вы уже будете чувствовать, насколько выдавливать клея, потому что чем больше вы нажимаете на вот этот курок, тем больше клея выдавливается. Если вам надо много клея, вы один раз зажали, вышел клей, отпускаем, курок обратно уходит в нормальное положение и снова давим, и клей будет выходить. Вот я давлю. Вот что получается. Если я давлю много, вот, посмотрите. Видите? Как я уже говорила, в процессе работы вы уже будете чувствовать, насколько нужно давить, чтобы клей, выходило клея столько, сколько вам надо. Вот так вот. Надеюсь, объяснила подробно. Но все, конечно, приходит в процессе работы. Это все практика. И если вы начнете с ним работать, я думаю, вам понравится. И еще один такой лайфхак. Вот вы видите, что при работе клей иногда вот бывает вот так тянется. Я обычно беру стержни, когда я дома, и кладу их в холодильник ненадолго, ну, на минут 20, чтобы они немного замерзли. И тогда вот это вот не тянется. Но так как у меня здесь холодильника нет в мастерской, то все приходится чистить. И вот вы видите, пистолет стоит и ничего не подтекает больше. Если я только нажимаю, вот тогда клей выходит. В основном не должно быть клея. Ну, он не должен вытекать. Это если только вы включите на высокий режим температуры, тогда просто клей высокая температура, и ему уже некуда деваться, он отсюда выползает. А на сегодня все. Надеюсь, я ответила на вопросы, которые вас интересовали, и это поможет вам в работе с пистолетом. Я первый раз купила такой пистолет 3 года назад, и больше с ним, можно сказать, не расстаюсь. Они у меня везде есть, и я только с ними работаю.
Для заказа оставлю номер телефона WhatsApp под видео в инфобоксе. Если вам надо, пишите. И надеюсь, будет приятно с ним работать. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.